Допоки російський диктатор Путін куралесить по Північних Кореях та В'єтнамах, у нього на території Російської терористичної федерації горять нафтопереробні заводи та нафтобази. Про це і не тільки будемо говорити просто зараз. Традиційно наше інтерв'ю щобудня. Ірина Узлова мене звати. Зі мною Борис Тізенгаузен, політехнолог. Борисе, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Витаю, героям слава. Ну что ж, горят, как мы видим, нефтебаза в Российской Федерации, несколько объектов энергетического комплекса России атакованы беспилотниками. В частности, Тамбовская область, Тамбовский волк, уже россиянам товарищ разве, начался пожар на Платоновской нефтебазе. Оперативные службы выехали на место, пострадавших нет, информирует телеграм-канал «База» в частности. В результате взрыва загорелся резервуар. По данным губернатора Тамбовской области Максима Егорова, в Первомайском муниципальном округе было найдено и как будто бы уничтожено остатки беспилотника. Они разорвались о воздухе, говорит губернатор. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что под атаку попал город Славянск на Кубани, в результате чего как будто бы ушкоджено приватный будинок и погибла местная жительница. В селище Тахтамукайского района в Адыгее тоже случился пожар на нефтебазе. Глава республики Мурат Кумпилов сообщил, что площадь пожара составила 400 квадратных метров. В Неме расположена нафтобаза «Лукойл Югнефтепродукт». Борис, скучненько пошло, не кажется ли? Да, отлично. Пошло, полетело. То есть, есть как бы, понятно, абсолютные плюсы. То есть удары по российским нефтебазам, но есть там небольшие минусы. То есть по НПЗ не летит, а по нефтебазам бьем. Возможно, есть в этом логика определенная. То есть мы лишаем россиян фактически топлива, а у них сейчас там и посевная, и война, все вместе. Но это неприятно. И плюс мне очень нравится всегда анализировать то, что говорят на видео, а естественно эти видео россияне снимают, в частном порядке, вот те, которые вы показали, и они говорят, как, это прилетело, да что такое, ничего себе. То есть я выбрасываю сейчас слова нецензурные, там, конечно, может, одни бы предлоги только остались, но такое. То есть для них уже не является чем-то удивительным прилет по нефтебазе в их захолустье. Я напомню, это и Краснодарский край, и там Курская, Брянская, да там уже далеко летят наши дроны. Причем вот накануне, неделю назад, по-моему, 70 дронов. Не лютые те, которые туда на 1000 километров, а двух других модификаций, 70 штук, а еще меньше по размерам, как пчелки полетели и, значит, пожгли там все. То есть по факту российские системы ПВО плохо справляются. Лучше гораздо справляются российские системы радиоэлектронной борьбы. К сожалению, это вот наши спецы подтверждают, что россияне постоянно там что-то совершенствуют, чтобы подавлять наши дроны. Но мы понимаем, что территория России огромная. Сколько рэбы все равно Россия производит из комплектующих, которые там тайно или явно в обход санкций, и западных, в том числе, комплектующих, поэтому много не наштампуешь. Но они в этом плане, к сожалению, продвинулись. Резюмирую. Удары по нефтебазам, удары по НПЗ стали абсолютной обыденностью для россиян, и для нас тоже, кстати. Вот сейчас уже не вызывает какого-то ажиотажа, что сгорели 2 нефтебазы. Единственное, там одну вообще не могут до сих пор потушить. Там прям очень серьезный пожар, подогнали несколько пожарных поездов, но все равно потушить не могут. Война на территории России уже давно стала обыденностью. Сброс КАБа на свои дома стал обыденностью. Переселение из Белгородской области, из какой-то другой области приграничной стало обыденностью. То есть война, смотрите, как получается, война была фактически вместе с российскими войсками под Киевом, а сейчас она двигается. Линия фронта понятно где, но война сдвинулась уже прям конкретно на территорию Российской Федерации. Мало кто из россиян понимает, что дальнейшие шаги
Вот сейчас будут уже опробованы «Хаймарсы» по территории России, уже опробованы там другие западные вооружения. Дальше это будут «Атакамсы», дальше уже это будут «Storm Shadow», F-16. И глубина, на которую война будет двигаться вглубь России, она будет только увеличиваться. Это странно, что россияне это не понимают. Странно, что те, кто с ужасом там в России смотрят в 200-километровой или там 150-километровой зоне от границы на Шебекино, они не понимают, что скоро они будут туда подальше, вглубь России ехать. Вот как оно обернулось для Путина на третий год войны. Наши коллеги с радио New Voice сделали инфографику под названием «Бавовняный пояс России». И там, собственно, на ней мы можем увидеть, что начиная от 500 километров Литвинова, Сочи, где были атакованы, в частности, нефтепровод, НПЗ, и заканчивая Орском, где была уничтожена РЛС, 1800 километров. Действительно, Борис, вы правы, просто всю территорию Российской Федерации охватывает новая реальность в виде прилета беспилотников, ракет «Нептун», в виде атак и возврата Божьей кары и Божьей воли для них. И вот мы видим, что действительно, по крайней мере, вся европейская часть России и уже и дальше, европейская географически, конечно, потому что Россия к Европе, пропасть между ними, и Путин в этом сам виной. И вот что же тогда, каковы действия могут быть и шаги российской власти? Нам, конечно, все равно, пусть они ничего не делают, но тем не менее, видя вот такую палитру и такую карту, такой атлас прилета по Российской Федерации, им нечем крыть и нечем накрывать свою территорию, не так ли? Им, пока что есть, но мы с вами видим, что, например, те системы ПВО, которые уничтожены были за 2 месяца, там порядка 15 С-300, С-400 в Крыму, их нужно пополнять. То есть, либо Крым тогда оставлять, представьте, 15 систем, там и пусковые установки, и радиолокационные станции. То есть это все нужно чем-то заменить. Либо же, точнее, перетащить с материковой части в оккупированный Крым. Либо же оставить Крым без прикрытия, что, скорее всего, наверное, будет и сделано сейчас уже. То есть, по факту, это большой привет крымчанам, по факту вас сейчас оставляют без прикрытия перед прибытием серьезного, и самолетов, и дополнительных атакамсов, и вот Италия, по-моему, Италия же, там Storm Shadow будет передавать дополнительные. Да. В общем, отношение Путина к якобы своим гражданам, коими он крымчан считает, вполне понятно. А Путин тем временем катается по своим коммунистическим друзьям, то есть он реально какое-то турне коммунистическое у него. Во-первых, учение и заход кораблей в порт коммунистической Кубы, в Гавану. Во-вторых, недавно же он там с Си Цзиньпином повстречался. Северная Корея тоже правящая коммунистическая партия. Вьетнам коммунисты. Кто там еще остается у нас? Лаос, по-моему. Вот замкнулся круг. Коммуняка Путин, он отрицает это, но по факту у него дружбаны остались коммунисты все, с которыми он там тесные отношения развивает. Если у нас будет эта тема сегодня, то я посмотрел замечательное видео, которое снял канал, замечательно в кавычках, «Россия-1», и придворный пропагандист Зарубин. Я вам расскажу такую дичь, конечно, что и там изображено, что там на этом видео есть. Но, в общем, если эта тема будет, расскажу обязательно. Да, конечно, мы к этой теме уже плавно и перемещаемся, собственно говоря, действительно, потому что пока у Путина все горит, взрывается, и провал его великого наступления на Харьковщине фиксируется деоккупацией наших населенных пунктов со стороны наших вооруженных сил Украины, Путин куролесит с самого утра, точнее даже ночью во Вьетнаме, вот в день сегодняшний, 20 июня. Перед этим он написал статейку перед визитом в Ханой в официальном издании ЦК Компартии, да, вы правы, все, коммуняка к коммунякам, Компартии Вьетнама Нянзан, там он похвалил
Вьетнам за взвешенную, цитирую, позицию по украинскому кризису, как Путин называет кровавую войну, увидел во Вьетнаме единомышленников в деле формирования равной и неделимой евразийской безопасности, поговорил о том, что будут заинтересованы Русгидро принять участие в реконструкции и увеличении мощности гидроузлов на вьетнамских реках. Вьетнамские инвесторы будут более активно работать на российском рынке, уверен Путин. Но Вьетнам одна из стран, где такие взаимоотношения с Россией продолжаются со времен бывшего Советского Союза. На протяжении десятилетий Вьетнам был действительно одним из самых больших покупателей оружия от Москвы. И вот приперся туда Путин после визита в Северную Корею к другому диктатору. Зачем сюда приехал? Что ожидать от этого визита? И вот говорит американские издания нам, в частности Нью-Йорк Таймс, о том, что для Путина поездка во Вьетнам это возможность укрепить связи с одним из самых важных оборонных партнеров. И, может, Путин будет наоборот просить назад уже то оружие, которое он некогда продавал? Да, конечно, просить будет, потому что во Вьетнаме тоже достаточное количество еще со времен Советского Союза оружия осталось. Ну, видели, наверное, этих маленьких пионерчиков, которые это Путина. Странно, что он там никого в живот не поцеловал из них. Вот. Значит, будет просить плюс проекты по СПГ, сжиженному природному газу. Зарубили же санкциями Арктик-1, Арктик-2 и Арктик-3. Все, остался там Ямал СПГ. Поэтому Путину нужны новые рынки сбыта. Там «Газпром» улетает вообще в минусовой космос какой-то с доходами, это понятно. Европе большой привет, которая больше стала российского газа покупать. Ну а я все-таки расскажу вам. Кстати, важно же сказать, что обязательно подпишитесь на этот канал, если вы нас смотрите. 7 миллионов — это не шутки, двигается канал к 8. И на канал Тизенгаузена, это, то есть меня, тоже обязательно подпишитесь. Вот здесь синими буквами под этим видео написано Тизенгаузен. Прямо вот пальчиком нажимаете на синие буквы, всплывает окошко и подписывайтесь. И будет сегодня очень занимательная программа анализа коммунистического турне Путина. А я вкратце расскажу нюансы. Значит, я отсмотрел пропагандистский ролик этого Зарубина, который вечно с Путиным. Ему, кстати, нацепили красную повязку вот сюда на руку, ну, чтобы отличать, там, кому можно бегать, кому нельзя. Так вот, началось все с того, я просто уже давно не помню такого кринжа. То есть, когда Путин спускается, значит, как Россия-1 освещает, там в темноте стоит Ким Чен Ын, он такой кругленький, стал очень сильно, и ждет Путина на красной дорожке. На него наезжает камера, и звучит фраза «посмотрите, какой взгляд». И вот я не шучу, прям реально, посмотри, и он стоит вот так. И это я уже давно такого не видел. Дальше Ким Чен Ын постоянно, ну я думаю, что унижал Путина. Он его постоянно переставлял к себе справа. Прям говорит, иди сюда, вот тут. Дальше Путин решил проявить характер, наверное, когда его к машине подвели, и сказал, я хочу сесть тут, я люблю ездить тут. На что Ким Чен Ын посмеялся и сказал, я поеду там, где я езжу всегда. То есть вот эти все моменты, дословно цитирую, Ирина, дословно, едет машина, кстати, на Мерседесе катались там на контрабандном, Ким Чен Ын с Путиным. Но до этого дойдем. Едет машина с Путиным и Ким Чен Ыном, и российский пропагандист, дословно цитирую, говорит, смотрите, весь Пхеньян сияет, каждое окно горит. Такое распоряжение поступило от местных властей каждому жителю Пхеньяна. Ну то есть это что вообще? Если ты какой-то западный агент, скажи, что все счастливы, так оно все сияет, потому что Ким Чен Ын, все счастливые, все зажгли свет. Но не потому, что власти заставили северокорейцев. Но и это еще не все. Это еще не самый кринж. Там дальше, на площади Ким Ир Сена, на следующий день, когда встречали Путина, его решили порадовать музыкой. И там играла песня «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Вот эта песня советская.
Это не прикол. Путин с Ким Чен Ыном идут по площади имени деда, Ким Ир Сена, и играют «Я другой такой страны не знаю». Это они про Северную Корею или про Россию? Я так и не понял. Но и это еще не все. Там, значит, военный оркестр дирижировался дирижером. И пропагандист, он как какой-то гаденыш себя, как агент Госдепа вел. Он говорит: обратите внимание, какой неожиданный дирижер, какой оригинальный. Он стоит спиной к оркестру и вот перед собой машет палкой. Естественно, оркестр не видит, что он там делает, но играет. Говорит: смотрите, как оригинально. Он стоит спиной к оркестру и лицом к Путину, Ким Чен Ыну. Знал он это или не знал, что нельзя, запрещено там под страхом вообще к великому Ким Чен Ыну поворачиваться спиной его челяди, я думаю, что не знал. Именно поэтому развернули абсолютно никчемного дирижера, потому что оркестр у него вот там сзади, и он машет вот так перед собой палочкой, а те что-то играют. То есть он просто сознательно или несознательно подсветил какие-то такие дикие моменты, которые вообще не нужно было. А это знаменитое видео, когда российские министры зашли в зал для конференции, пришел чиновник северокорейский и сказал: пошли вон все отсюда. Они говорят: зачем же вы нас... Это все в трансляции было. Они говорят: зачем же вы нас тогда позвали? Они говорят: потому что вы хотите все, сначала зайдет наш правитель первым. Это же классика вообще, какой-то вот оруэлловская. И там в конце еще по мелочи, я еще в своей программе сегодня расскажу, там много всего, у нас тут немножко ограничено. То есть по факту, когда они дальше пошли возлагать цветы к памятнику там, Второй мировой, у них он там иначе называется, Ким Чен Ын вообще, он сказал Путину, вот так рукой показал: иди. Путин пошел ленточки целовать, а Ким Чен Ын стоял на месте. Просто он даже не пошел этого делать. То есть вот вам весь визит и все отношение к Путину. А Путин ему, да, и там про подарки же еще чудесное есть. Путин ему за 400 тысяч аурус второй подарил. Да, жартуют, Борис, шутят наши зрители, что первый просто подаренный в феврале уже сломался, ушел на запчасти, поэтому пришлось повторить. Да, ушел, не ушел, но оцените, так сказать, красоту игры. А в ответ российская сторона не стала публиковать, что подарили в ответ Путину. Они там сухо обозначили, что тоже Путин получил хорошие подарки с изображением его же Путина, в том числе и бюсты. Да-да. То есть Ким Чен Ын собрал этих своих пионеров и сказал: значит, так там, мне нужно изображение Путина, давайте мне, значит, выжигайте на доске его, на трудах, бюст склепайте, и какой-то там девочки там на этих пяльцах, да, вы вышиваете крестиком. Мы ему вместо ауруса вернем подарки такие ценные. То есть это такое просто... Мне кажется, что Путин сам, будучи не совсем адекватным, был в шоке от этого визита. И ничего, сейчас его еще Вьетнам там ждет, сейчас он прочувствует на себе всю прелесть коммунистических режимов, хотя я думаю, что он опыт приехал перенимать все-таки какой-то. Сейчас об опыте спросим, но тем не менее, Борис, вот сегодня появились кадры прощания Пухляша и диктатора российского, и так вот они прям обнимаются, и там улыбаемся и машем, была картина, когда стоял Ким Чен Ын и его окружение, и пока Путин поднимался вот по этому трапам, усланным радянскими, советскими красными коврами, значит, поднимался, все стояли, провожали его и махали ручкой. Карсон обещал, улетел, но обещал вернуться, так сказать. Картина просто маслом. Видно, как те бюсты, изображения Путина близкие к оригиналу, да, как они говорят, хотя не факт, что это оригинал прилетал, собственно говоря, в Северную Корею. А может, все-таки это радостное помахивание, они свидетельствуют о том, что Ким Чен Ын тоже получил то, что хотел? Да, он счастлив, он нажухал Путина, и свое старье, снаряды, которые у него там лежат, впарил ему за какие-то космические деньги. Россия готова, или там обмен, Россия готова платить сейчас тройную, четверную и десятерную цену, потому что никто им больше не продаст оружие. Конечно, он счастлив, этот Ким Чен Ын, которому в прошлый раз он на бронепоезде приезжал, ему там, он думает: так, я буду почаще к Путину, раз поездочка Аурус,
Но тут я думаю, что я понимаю, почему он не ездит на Аурусе, потому что, скорее всего, добрый друг и товарищ Путин, как было написано на этом баннере там в аэропорту, напичкал все эти Аурусы прослушкой или чем-то там еще. Я думаю, что это в его репертуаре КГБшном будет. Но, конечно, Ким Чен Ын счастлив. Он просто, он же как ребенок радуется. Он вообще очень странный персонаж. Ну, это там для отдельной программы. Там про него, как он уничтожает людей. Там, он может так улыбаться, обнимать. И потом раз и уничтожить приказывает. Поэтому все свойственно диктатору. Но Путин, мне кажется, даже Путин был в шоке от такой встречи, от такого приема, как его там загоняли за синий лес просто. Что получит Путин во Вьетнаме? Какой опыт приехал перенимать? Ну, получит все то же самое. Приехал за оружием, сейчас будет рассказывать, что вообще странно, что Путин не провозгласил там какой-то, ну, у него же там коммунизм не запрещен. То есть он же теперь в основном дружбанится либо с коммунистами, либо с религиозными фанатиками. Вот у него две категории. Там Иран, Талибан, ну и, соответственно, все страны, где правящие коммунистические партии. Плюс те, кто в сателлитном положении находится, определенные там страны, часть стран Африки. Ну, в общем, получается так, что пояс изгоев и тиранов сформирован. А вот в таком же поясе представителей адекватных государств, которые хотят мира, демократии, нет единства, нет согласия. Поэтому и в этом огромный плюс диктаторского клуба, что они могут быть какие угодно отбиты, там кто-то может каннибалом быть, кто-то может уничтожать, вешать тысячи людей, кто-то вообще там какой-то, ну еще что-то творить. Но они все понимают, они все должны друг друга держаться. Иначе им всем придет крышка, потому что на них объявил охоту цивилизованный мир. Но, судя по всему, не сильно объявил охоту. То есть почему-то есть общепризнанные диктаторы, такие как, например, Ким Чен Ын, а есть такие как Путин, которые убили, уничтожили гораздо больше людей. Хотя, не знаю, ну, если не брать там собственное население, сколько Ким Чен Ын, он Путину и в подметке не годится. Но этот почему-то с этим можно разговаривать, можно у него там что-то покупать, а с тем нет. Вот загадка, да? Загадка непростая. Борис, ну можем ли мы утверждать и говорить, что, как пишет Институт изучения войны, как говорит генсек НАТО Йенс Столтенберг, как Скобеева в своих пропагандистских репортажах Северной Кореи, чему она очень радуется и утешает ее, что водку подают там в мини-барах или огорчает, не знаю, как-то неоднозначно выложила эту фотографию, говорит, что антинато фактически сейчас Путин хочет сформировать альянс анти-НАТО. Я бы сказал, что не Путин хочет, а скорее всего хочет Китай. Угу. Ну а Путин тут шуршит, потому что, ну, он тоже хочет. Для него это вопрос выживания. Да, так они не только антинато, то есть вот у них есть БРИКС, у них есть ШОС, у них есть там другие, у Путина вообще есть там СНГ, ОДКБ, еще там что-то. То есть они фактически формируют, поляризируют мир, и у них это удается неплохо. Но еще раз подчеркну, что инструменты-то эффективные есть, и вот они появляются уже сейчас почему-то, спустя 3 года после полномасштабного вторжения. Например, всем известно, что чтобы хлопнуть этот теневой флот Путина, да, чтобы уменьшить значительно доходы его от нефти, которую он морем продает, достаточно просто закрыть для российских танкеров серых этих проливы. Вот сейчас Дания, Финляндия об этом говорят. То есть Россия имеет выход туда, дальше там, в Индию или в другие страны по морю. Ну, лучший вариант для них через Балтийское море, через датские проливы.
а их там можно закрыть, там можно досматривать, все что угодно. Поэтому, можно все это сделать. Вопрос, Байден неоднократно заявлял, наверное, что, не наверное, а говорил через свою команду, что мы не хотим потрясений общим мировым глобальным рынком. Потрясения глобальным рынком, они рядом не стояли с потрясениями, которые вам обеспечит это коммунистически-диктаторское кодло, когда поймет, что вы недостаточно жестко реагируете. Поэтому, как всегда, приходим мы к той теме, что есть на чаше весов либо жестко додушить Путина и показать всему остальному диктаторскому клубу, что вы только дернетесь, и с вами будет то же самое. Либо, понятно, ядерное государство, кто же там это будет делать в своем уме, Путин ударит, не ударит. Он не ударит, уже это понятно. То есть уже бьют по территории России западным оружием, а оно сидит и помалкивает в тряпочку. Максимум, что оно сказало, это мы пересмотрим нашу ядерную доктрину, возможно, когда-нибудь. Все, я побежал, мне надо в Северную Корею, во Вьетнам, потому что у меня нет оружия конвенционального, заканчивается. Что я не могу ничего производить на своем оборудовании. У меня нет своего оборудования. Вот. Борис, спасибо большое за сегодняшний разговор, спасибо большое за ваш анализ. Мы продолжим все эти темы, конечно же, потому что они в развитии уже в нашей встрече завтра и не только. Благодарю вас, до новых встреч. Борис Тизенгаузен, политтехнолог, Ирина Узлова была вместе с ним. Друзья, спасибо большое, что вы нас смотрите. Подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube Бориса Тизенгаузен большими синими буквами. Можно найти ссылку активную в описании под этим видео. Также на YouTube 24-го, нас уже больше 7 миллионов. Спасибо большое, что вы с нами. На YouTube Захитнету тоже заходите, там тоже интересно. Это тоже наш канал. Будем благодарны и рады видеть вас и там. Берегите себя, верьте в вооруженные силы Украины. Увидимся и победим.